Всем привет! С вами Сад-Огород. Формирование кроны ивы плакучей. Для того, чтобы сформировать крону, скелет кроны ивы плакучей, недостаточно просто посадить черенок в землю, и он вырастет сам. Нет, его придется формировать, и не один год. Какую конструкцию вы будете делать, это уже ваш выбор. Крону можно сделать такую. Можно эти лучи опять разделить на два, такую крону. Можно с 3 лучами изначально, можно с 4, но самый простой вариант, вот 2 луча, максимум 3, и затем еще лучи. Сколько вы их будете делать, это уже ваша проблема. Штамп скелета, он образуется, это 1 год нужен, 2 отдельных луча еще год, и еще лучи от вторых лучей, это уже 3-й год. То есть вот этот вот скелет у нас получится только на 3-й год. Как вы будете конструировать в дальнейшем свое деревце, это уже ваши проблемы. Можно еще разделить на лучи каждый луч. И у нас получится примерно, вот как я нарисовал, такая вот конфигурация. Она будет выглядеть вот так. То есть само дерево ивы будет выглядеть примерно вот так. Здесь у нас, естественно, листочки. Они будут наклонены вниз до самой земли. И так далее. Приступаем к формированию вот такого скелета ивы плакучей. Первый год мы высаживаем наш черенок, выращенный заранее. Он у нас будет выглядеть примерно вот так. Значит, здесь у нас какая-то поросль. Сразу после посадки весной, когда распустятся
почки на березе, мы высаживаем уже в грунт на постоянное место наш черенок, заранее приготовленный. Он примерно будет выглядеть вот так. Из него надо сформировать примерно такое вот деревце, которое мы запланировали ранее. Само оно, по сути, оно таким не вырастет. Его надо обязательно формировать несколько лет. Для этого что делаем? После посадки мы забиваем штырь в землю или колышек. И вот эту ветку, самую сильную и длинную, возможно, это не сразу будет. Если вы сажаете черенок, он еще слабый и не разветвился так сильно, надо подождать некоторое время, возможно, месяц. И тогда уже, когда появится вот такое осветление, которое будет стелиться в основном по земле, поскольку он тяжелый, тонкий, и он не может вертикально вверх идти, у него большой вес по отношению к толщине стебля. Поэтому мы его должны принудительно сформировать. Для этого мы эту ветку берем и привязываем к этому штырю в нескольких местах. При дальнейшем росте мы его опять привязываем к штырю, для того, чтобы он начал расти вертикально. В дальнейшем мы из него будем делать конструкцию скелета нашего деревца плакучей ивы. После того, как мы его направили в нужном направлении, все остальные ветки надо обрезать. И в течение сезона их подрезать примерно на высоту до метра. Все, что вверху, мы оставляем. Ну, к концу лета он примерно к осени будет выглядеть вот так. Здесь я его рисую условно. Ну, примерно вот 600 миллиметров, метр мы вот здесь вот все веточки, которые появятся, мы их в течение лета будем уничтожать, подрезать, отламывать. У нас должно расти только вот в таком виде деревца. За один сезон оно окрепнет, увеличится в диаметре ствол. Как обычно, на второй-третий год здесь зарастает все, черенка не будет уже видно, это будет корневая система. Она будет хорошей, за один сезон она уже станет крепкой. Затем на второй год весной мы обрезаем наше деревце примерно на высоту около 1 метра. Ну, примерно, значит, вот так отрезаем. И у нас получится голый ствол. Это мы тоже отрезаем, если у нас это есть. Это наш колышек.
Это остатки от нашего деревца. Естественно, привязан. Привязывать его примерно как помидор. Нельзя душить растение и следить за этим. В течение жизни он будет увеличиваться в диаметре, и нитки надо будет корректировать. Итак, весна второго года. У нас из этого пенька полезут, опять же, такие же однолетние ветки. Их будет много. Они и снизу могут появиться. Наша задача, после того, как они достигнут примерно размера 600 миллиметров или метр в длину, в длинник, и так далее. Мы должны вот здесь вот, возле конца, закрепить вот таким образом проволоку примерно 3-4 миллиметровую, ну, на длину, которую вам необходимо. Там, полметра, 600 миллиметров, 800, как угодно. Вы занимаетесь конструкцией скелета вашего деревца, поэтому это ваша проблема. Вы можете 3 луча сделать, 2, 4. Но особо увлекаться этим не надо. Можно сделать 2 луча первых, максимум 3. А затем продолжить эту операцию, делать из каждого луча еще 2, чтобы поднять высоту скелет вашего деревца. Итак, мы берем ветки, которые отросли до середины лета примерно вот такой длины. Мы их опять же закрепляем, эту ветку сюда. Она будет примерно вот так болтаться, если она переросла. Сюда закрепляем ветку. Ветку выбираем самую лучшую, удобную, идущую вверх, ближе к вершине пенька. Опять же таки, таким же образом закрепляем. Если она еще не подросла, закрепим потом, когда она подрастет здесь. Но я уже нарисовал вам, что они уже выросли довольно-таки длинные. И я уже закрепил их полностью. А здесь тоже. Сейчас как пойдет. Значит, это в середине лета второй этап после весны. Значит, сразу же мы, когда закрепили эти ветки, которые мы выбрали уже заранее, мы делаем подрезку, как обычно. Поросль уже не нужна, всю поросль удаляем, оставляем только вот эти вот 3-4 луча, на которых мы остановились. И примерно в таком состоянии они у нас идут до осени. Они могут вырасти очень длинными, опять же таки. Они будут разветвление иметь. То же самое и здесь. Будут разветвления. Здесь. Таким образом мы здесь можно первое время не подрезать, для того, чтобы растение имело какой-то хороший вид, даже на второй год. К концу лета оно будет выглядеть очень прекрасно. Затем уже весной
третьего года мы делаем точно такую же операцию. Вот эти вот ветки мы можем временно оставить, а конечные ветки на направляющих мы опять же таки подрезаем. Вы можете остановиться на таком варианте формировки, но лучше сделать еще выше, то есть проделать такую же операцию, сделать направляющие, здесь уже раз луч, два из проволоки, опять же таки, мы ее здесь привяжем, не напрягая стебель, он уже будет толстый здесь. Опять из каждого луча делаем два, ну, на требуемую для вас длину, там, от полметра до метра. И также выбираем выросшие в середине лета новые ветки, которые пошли вниз, как обычно, под своим весом. Мы их привязываем к лучам и так далее. Но оптимально сделать, вот как я показал, штамп, второй год лучи и третий год лучи. А затем мы делаем, в принципе, деревце. Оно будет выглядеть примерно вот так, свисать до земли. Его надо подрезать ежегодно, для того, чтобы оно не заросло. И у вас получится отличная конструкция вашей плакучей ивы. Спасибо за внимание.